По сути, чтобы выбрать фотоаппарат для себя, вам необходимо ответить всего лишь на два вопроса. Если бы вы сейчас здесь были, то вы бы, скорее всего, мне бы и задали. Первый вопрос. Это выбор БУ камеры или новой. И второй вопрос. Кроп или полный формат. Относительно БУ есть всего несколько рекомендаций, к которым можно отнести. Если у вас большой заказ, который требует большого количества съемок, как, допустим, у меня бывает часто, заказывают фотосъемку 3D фотографии. Там 100 предметов, 72 кадра, это сразу 7000 с лишним фотографий. А если это 200-300 предметов, то там за несколько десятков тысяч получается. Поэтому в этой ситуации, скорее всего, я бы взял под большой заказ БУ камеру, с которой бы смог этот вопрос реализовать. Второй вариант, если вы новичок. Вот для новичков я просто настоятельнейшим образом рекомендую использовать БУ камеры. Почему? Вы берете камеру, с этой камерой вы тестируете, пробуете, смотрите, и вы уже принимаете решение, куда, в какую область вам нужно будет идти. Но здесь вам нужно будет сделать хотя бы 5-10 тысяч фотографий, из которых хотя бы 20-30 фотографий будут более-менее нормальные. Вот в этом случае вы уже точно поймете. Если вам, допустим, требуется подойти ближе к объекту, вам вот не хватает, вам нужно больше сделать, более крупный план, вот, чтобы все мое лицо поместилось в кадр. В этом случае вам нужны объективы уже более длиннофокусные. Это 85 мм, 135 мм, 100 мм. Если у вас возникает ощущение, что вам необходимо отойти немножко назад, чтобы взять немножко шире, допустим, в этом случае, то вам необходимо будет брать уже более широкие объективы под вашу камеру. Это 20 мм, 18 мм, 16, 12, 10 и так далее. И уже после того, когда вы все это дело прошли, вы набрали уже определенный опыт с этой бэушной камерой, вы уже понимаете, что вам нужно, вы уже понимаете, куда вам дальше двигаться, и только в этом случае, как основная рекомендация, вы можете идти уже покупать новую себе камеру. Почему? Потому что в большинстве случаев, наслушавшись всяких разных блогеров, которые к фотографии не имеют никакого отношения, это в основном диванные критики, которые не снимают, а если снимают, то выходят в город поснимать птичек, белочек там и каких-нибудь воробушков. Вот наслушавшись вот этих вот всех блогеров, вы покупаете какую-то чушь, которая вам нафиг не нужна. И покупая новую технику, вы ожидаете, что вы сразу будете делать хорошие фотографии. Но вы их не будете делать хорошие фотографии, потому что вы, скорее всего, выберете не ту оптику, не тот фотоаппарат и не ту систему. У вас будет просто дикое разочарование. И в этом случае вы будете вынуждены продавать свою технику, если скажете, что все это не мое, с дисконтом 20, 25, иногда и 30%. Если же вы будете продавать бэушную технику, которую вы купили уже и так с дисконтом, то вы на этой сделке можете потерять 5, максимум 8, потолок это 10%. Это прям уже нужно убить в хлам эту технику для того, чтобы бэушную камеру, немножко попользовавшись, сняв там 10, 20, 30 тысяч даже кадров, продать ее с большим дисконтом. Нет. В большинстве своем получается практически то на то. Особенно с текущей инфляцией. Вы там можете купить камеру за 25 тысяч рублей. Я как сейчас помню, 3 года назад 5D Mark II, как она продавалась, 25-30 тысяч рублей, так она сейчас и продается. То есть, по сути, купив камеру 2-3 года назад 5D Mark II, сняв целую серию 3D с фотографий там, хоть 50 тысяч кадров, хоть 100 тысяч кадров, я эту же камеру продаю обратно на Авито за 25-30 тысяч рублей. То есть потери 0. Но если вы купите сразу новый фотоаппарат, как новичок, и промажете с выбором, вот с вероятностью 99,9 у вас будет просто полное разочарование, потому что вы не сможете получить то, чего вы хотели. А диванные всякие блогеры, стендаперы, фотостендаперы, которые там якобы профессионалы, они берут камеру, выходят в город, снимают птичек-белочек, говорят, да, вот тут вот мегапиксели, прям вот какие-то вот они прям вот волшебные, не то что там или там. И вы ведетесь на все эти разводки, вы ведетесь на все эти сказки, вы покупаете новую камеру, потом такие приходите, что-то вот у меня не получается. Да потому что вы сделали неправильный выбор, потому что вы слушаете не тех людей. Я не призываю вас на меня ориентироваться, я вас призываю задуматься всего лишь и прислушиваться к тем блогерам, которые являются в настоящий момент фотографами, профессиональными фотографами. Если вы собираетесь снимать портреты, то вам нужно слушать блогера, который рассказывает про именно портретные связки, объектив плюс камера.
и прислушаться к его мнению, потому что он вам уже покажет примеры. Некоторые профессионалы даже под своими роликами подклеивают равки, файлы, которые вы можете уже открыть у себя на компьютере и уже понять, что вы сможете получить, если вы купите вот эту связку, которую рекламирует этот блогер. И вы уже поймете, что покупая даже там не бэушный, а новый комплект, да, вы сможете добиться такого же результата. По крайней мере, у вас будет некая планка, к которой вы будете стремиться. Если вы же будете слушать всяких фотостендаперов, которые берут камеры на тесты, идут в город и снимают там травинки, жучков, паучков и так далее, потом уже на основании вот этих вот съемок дают вам какие-то рекомендации, это будет полный провал. Вам необходимо слушать того, кто работает в том жанре, в котором вы собираетесь снимать. Вам нужно слушать того, кто уже взял эту камеру и достиг определенных результатов. Конечно, если там будет бюджет там, под 300, под 500 тысяч, то не стоит туда сразу, сломя голову, бежать. Вот именно вот в этом случае, особенно для новичков, я рекомендую покупать бэушную камеру с бэушной оптикой, которую вы сможете пощупать, поиспользовать, получить определенный фидбэк, набрать какой-то определенный опыт, получится у вас или не получится, неважно, вы эту камеру с этой оптикой продадите и уже будете делать свой осознанный выбор. То, ради чего вы потом готовы будете тратить свое время, потому что самый бесценный ресурс – это наше время. И вы будете тратить свое время на то, чтобы уже осваивать свою технику, чтобы добиться уже хороших, качественных фотографий. Ну и следующий момент – это кроп, либо полный кадр. Вот здесь в интернете просто несметное количество всякого разного холивара. Эти топят за кроп, эти за полный кадр. Там кто-то вообще там рассказывает, что микро, вот просто микро это вообще бомба, ураган. Если возьмете, будете просто супер фотографами. И да, и нет, потому что в разных ситуациях под разные задачи нужны разные камеры. Если вы начинающий фотограф, то я бы вам рекомендовал начинать с бэушной камеры, с кропа. Если вы парень или мужчина, и вы вот собираетесь начать, моя вам рекомендация. Canon 40D, цена которого примерно 8-10 тысяч рублей, и объектив 51.8. Это будет кроп. Вы на нем набьете шишки, вы на нем набьете уже руку. Вы на этой камере сможете понять и почувствовать, куда вам дальше идти. И уже следующим этапом, как только вы пройдете вот этот путь, познания фототехники, познания всех настроек, обработки, тестирования и так далее, купив уже полный кадр с тем же, допустим, объективом 51.8 или 51.4, или, не знаю, там, может быть, 85 1.8, вы настолько обалдеете от того, что вы будете снимать, что вот реально это будет просто как переход. Сначала вы покупаете БУ камеру, для вас вау. Потом вы после БУ камеры покупаете новую, у вас еще больше вау. Если эта новая камера будет полным кадром, это будет просто вау в кубе. Вы просто офигеете от того, насколько будет другая картинка. Но начинать я вам всегда настоятельно буду рекомендовать именно с кропа, именно с БУ, особенно для тех, кто еще не знает, куда ему двигаться, для тех, кто не понимает, куда он будет дальше развиваться, для тех, кто еще не понял, что он хочет от фотографии. И да, я буду настаивать, чтобы это была именно зеркалка. Да, я вас не призываю к пленке, хотя по уму вас нужно заставить пойти в пленку, и потом только из пленки вы уже можете прийти в цифру и делать хорошие фотографии. Но я вас не заставляю этого делать. Я вас призываю лишь купить БУ кроп с полтинником 1.8 и фигачить фоточки. 10 тысяч, 20, 30. Из этого количества вы должны получить хотя бы 5, 10, 20 более-менее хороших фотографий. И вот тут вы уже сможете задуматься над тем, чтобы покупать новую камеру. И новую камеру, скорее всего, с полной матрицей.